Всем привет! Знакомая ситуация? Давайте будем пробовать разбираться. После снятия задней декоративной панели со спинки оказалось, что лопнул пластик, на который крепится кронштейн. Для начала необходимо открутить винты, которые крепятся к кронштейну, и освободить отломанный пластик. Приложите отломанный пластик к фанере и вырежьте кусок фанеры с запасом, чтобы его площадь была больше площади отломанного куска. Заготовка, которая будет использована для упрочнения спинки, готова. Заготовку вставляем в спинку кресла, таким образом, чтобы она располагалась посередине отломанного куска. Далее нам понадобится сверло, но если у вас такового не оказалось, как у меня, можно использовать гвоздь, предварительно отрезав ему шляпку, следующим способом. Зажать гвоздь в дрель, к крутящемуся гвоздю прижать зубья полотна ножовки по металлу. Сверло готово. Теперь просверливаем необходимое целесообразное количество отверстий, в которые в дальнейшем будут вкручены саморезы. Итак, саморезы вкручены, просверлены ранее отверстия. Крупные трещины на пластике удобно запаять сеточкой. То есть накладываем сеточку на пластик, нагибаем ее по форме трещин и паяльником, желательно паяльник помощнее, 90 ватт, 100 ватт более, пропаиваем. При этом пластик расплавляется и проходит через соты сетки. Очень удобно, что автомобилисты наверняка часто так паяли себе бамперы. Такая же технология позволяет и в быту отремонтировать всякие пластиковые поверхности треснутые. Процесс не быстрый, но надежный. Не торопитесь, хорошо прогревайте место, чтобы сетка хорошо вплавилась в пластик. Идет процесс. Таким вот образом проплавлены две трещины. Самые крупные, мелкие уже не заморачиваемся. Значит, не волнуйтесь, что где-то криво получилось, все это закроется задней панелью и не будет видно. К тому же не забывайте, что это все-таки временное решение. Осталось собрать
стол и проверить качество нашего с вами ремонта. Теперь задняя крышка. Она немножко с хитрецой. Работает по принципу вешалки. То есть два винта с шайбами должны попасть в два отверстия и опуститься вниз. То есть по такому принципу. Одели, защелкнули. Делаем. Одеваем и подаем максимально вперед. Все, она утопилась, и теперь опускаем. И все это фиксируем двумя саморезами. Ну что, начинаем собирать нами отремонтированный стол. Для начала оденьте пластиковый кожух. Далее вставьте спинку стула до упора вниз. Все это фиксируем винтом с барашком. Ну что, стол готов. Можете собой гордиться. Решение, конечно, временное, но на первое время сойдет. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.